Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами мы поделим внимание тому, как вы можете привлечь удачу и благополучие с 11 по 27 июля 2021 года. Почему именно в этот период, что это за время, какие практики вы можете проводить и вообще что ожидать от этого периода. Далее в этом видео. А прямо сейчас, друзья, подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому действительно эта информация будет полезна и важна. Итак, в период с 11 по 27 июля 2021 года планета мышления, планета общения и путешествий, технологий Меркурий будет находиться в созвездии Рака. А это значит, что у нас появляется с вами отличное время для привлечения удачи и благополучия. Меркурий остановится в знаке зодиака Рак, переместясь из созвездия Близнецов, и пробудет он там аж с 11 по 27 июля. Поэтому давайте вместе с вами воспользуемся этим благоприятным космическим сочетанием и не будем предпринимать меры, чтобы привлечь больше удачи, успеха и благополучия. Как мы уже говорили, планета Меркурий – это планета мышления, однако, входя в активное взаимодействие с эмоциональным, романтичным, любящим, чувствительным и домашним раком, он тоже несколько меняется в энергетическом плане. Меркурий в Близнецах делал людей более разговорчивыми и любопытными, а вот переходя в знак зодиака Рак, Меркурий настраивает нас на то, чтобы мы глубже погружались в свой внутренний мир. Поэтому отличное время, чтобы разобраться со своими личными проблемами. И Меркурий в Раке – это как раз тот период, когда, возможно, нужно быть более внимательными к себе и к тому, что подсказывает наша интуиция. Многие будут удивлены тем, насколько много нового они смогут узнать о самих себе. Обращаем ваше внимание, что Меркурий управляет потоками людей и информации, обучением, общением, речью, социальными сетями, транспортом, путешествиями, движением, идеями и мыслями. Рак заботится обо всем, что связано с домом, семьей и близкими людьми, а также нашим телом и эмоциональными потребностями и привязанностями любого рода. Он также управляет землей, домами, матерями, детьми, а также чувством принадлежности к чему или кому-либо. Это созвездие связано с традициями и историей, а также с творчеством, интуицией и воображением. И открывая волшебную дверь в прошлое, можно пройти через нее с помощью интуиции и воображения, которые сейчас очень сильны. Поэтому обязательно используйте это время, чтобы узнать и запомнить информацию или раскрыть свой творческий потенциал с помощью ведения дневников, написания стихов или рисования. С другой стороны, с 11 по 27 июля 2021 года наш ум становится гораздо более иррациональным, эмоциональным и субъективным. Слова получаются более эмоционально окрашенными и, как правило, задевают сильнее, чем обычно. Поэтому в этот период не вступайте в ссоры и конфликты, действуйте разумно и осторожно. А для того, чтобы привлечь удачу и благополучие, постарайтесь проводить больше времени с близкими людьми и укреплять родственные связи. Искренне обсуждать все проблемы и находить верные решения. Размышлять о том, что действительно вам не безразлично. Рассматривать детские фотографии, читать биографии людей, которые вас будут вдохновлять. Тренировать свою память, узнавать и сохранять новую информацию. Очень важно в этот период заниматься творчеством, развивая имеющиеся таланты и по возможности больше времени проводить у водоемов, приводить в порядок официальные документы.
И в период нахождения Меркурия в Раке стоит воздержаться от следующих действий: от агрессивного или манипулятивного поведения, от тревожных и иррациональных мыслей, чрезмерной ностальгии, а также слишком сильной меланхоличности, плаксивости и сентиментальности. Постарайтесь в этот период не принимать происходящее близко к сердцу и не обижаться на сгоряча сказанные в ваш адрес слова. Несмотря ни на что, необходимо сохранять объективность и хорошее настроение, чтобы смотреть на вещи в перспективе. А еще мы рекомендуем вам быть в этот период счастливыми, потому что в этот период у нас с вами еще и будут дни, которые помогут нам перенастроиться, сонастроиться с природой, с жизнью, с любовью, с теми людьми, которые есть в вашей жизни. Также в этот период с 11 по 27 июля к вам могут приходить гениальные идеи. Обязательно их запишите на листке бумаги, взвесьте все за и против и можете начинать реализовывать. Ни на кого, ни на что не обращайте внимания, потому что ваши внутренние порывы, ваше внутреннее состояние движет всегда правильно. Только мы с вами иногда почему-то боимся. Кроме того, когда Меркурий в Раке, мы с вами можем создавать те дела, которые связаны именно с домом, с какими-то ценностями семейными. И этот бизнес достаточно легко и просто можно будет внедрить в реальную жизнь. Поэтому пробуйте делать, не стесняйтесь и не бойтесь. Вот такой, друзья, у нас с вами период с 11 по 27 июля.